Всем привет-привет, с вами Алена, и сегодня вашему вниманию очень даже такой нестандартный случай. Как видите, девушка пришла с покрытием, слава богу, не гель-лак, здесь было покрытие лак, она пыталась, судя по всему, замаскировать вот такое вот грустное состояние ножек. Ну и первое, с чего мы начнем, это, конечно же, мы сделаем обзор на подбор ее обуви. Конечно, и на первый взгляд, и при дальнейшем исследовании становится понятно, что основная проблема заключается в том, что у нее совершенно неправильно подобрана обувь, она ей слишком узкая. Обратите внимание, что выкройка ее ножки и стелька из ее обуви никак не сходятся. И проблема у нее, кстати говоря, больше всего на первом и пятом пальчике. И это и является свидетельством того, что обувь прям никак совсем не подходит. Дальше хочу сказать, что при первичном визуальном осмотре, скорее всего, там есть микоз, он же грибок и наши любимые мухоморы. Она сама себе его, кстати говоря, тоже диагностировала. Правильно сказала, нет? Поставила диагноз. По-умному хотела выразиться, не смогла, как всегда. Ну да ладно. Ну так вот, она сама решила, что у нее есть грибок. К врачу не сходила, анализы не сдала, следовательно, не выяснила, какой конкретно. Но зато сама себе назначила экзодерил и вроде как год лечила, и, естественно, ничего там она и не вылечила. Также еще хочу обратить внимание, что у нее множественные трещины промеж пальчиков и мокнущая кожа, что тоже нам, как правило, говорит о том, что есть изменения и нужно сдавать анализ именно на грибок. Также еще одна особенность этих ножек – это ихтиоз. Ихтиоз – это такая сухая кожа. Как правило, это обусловлено генетикой, то есть это наследственное состояние, наследственное заболевание. Ну и тут есть ортопедическое изменение стопы, есть завал стопы, и однозначно 100% нужен ортопед и индивидуальные стельки, чтобы эти ножки не хоть, конечно, но тем не менее спасти и привести их в порядок, ведь им очень сильно хочется помочь. Ну а по поводу того, что вы сейчас наблюдаете, она тут немножко выстригала сама. Ну как немножко, множко на самом деле. И тут сейчас копать не перекопать. В общем, что же мы с ней сделали? Была произведена зачистка. Далее поставлена титановая нить, потому что есть цель хоть чуть-чуть вытащить эти уголки, по крайней мере, мы будем очень-очень стараться, то есть все, что она так долго и старательно выстригала и выдирала, мы теперь будем отращивать и зашлифовывать. Ой, так приятно смотреть, честно, вот удивительно, да? Сама свои видео постоянно пересматриваю, прям кайфую. В общем, ножки нужно приводить в порядок, даны ей рекомендации обязательно по стелькам, по ортопеду, по уходу. И забегая вперед, хочу сказать, что работы здесь будет очень много, минимум, наверное, на год. И то при условии, что клиент будет полностью исполнять все, что мы ему посоветуем, следовать всем рекомендациям ортопеда, доктора и так далее. В общем, пахать здесь и пахать с этими ногами, но мы не отчаиваемся, она тоже. Я хочу сказать, что безвыходных ситуаций 100% не бывает. Надо просто начать действовать, понять, что вот надо здесь и сейчас, и лучше точно не будет. И вот уже теперь я думаю, что мы задали направление, стартанули, и теперь вперед и только вперед. Кстати говоря, здесь можете наблюдать один из Лениных лайфхаков, когда она подкладывает салфеточку под титановую нитку при установке, потому что иногда во время установки титановой нити она твердая и натяжение настолько сильное, я даже сама это пробовала, что становится немного больно кожу сбоку, когда нитка просто натягивается. А вот тут любимый трюк Елены – убийство хорошей алмазной фрезы. Я прям вот люблю эти моменты. Ну, что поделаешь, тут творческий процесс и плюс еще рабочий момент. Конечно, сама иногда грешу такими вещами. Нет-нет, да и срежу кутикульными кусачками анихолизис какой-нибудь. Но опять-таки говорю, нам грех жаловаться, у нас есть своя заточка, поэтому
мы всегда можем выкрутиться из такой ситуации. Ну вот посмотрите, уже после зачистки эти пальчики смотрятся намного презентабельнее. Да, они не идеальные, но тем не менее все уже намного лучше. Обратите внимание, пока сушатся титановые ниточки, посмотрите на второй пальчик, там тоже молоткообразное изменение стопы. Я говорю тоже, потому что сегодня уже этого было столько раз, на самом деле. Весь день сегодня смотрю на эти ноги, и все как одна. Вот, говорят, только вот недавно помялись ножки в тапочке. Но на самом деле такое за 5 минут не происходит, и эти изменения, и вот такие вот костные мозоли, вот эти вот наросты, они за 5 минут не появляются, и, к сожалению, они также не проходят. То есть в этих ситуациях все, что мы можем делать, это облегчать состояние и не давать ему ухудшаться. Вот сейчас, обратите внимание, происходит осмотр межпальцевого пространства, и там мы видим мокнущие трещины и ранки. И когда вы видите такое на своем клиенте, это значит, что нужно обязательно отправить его к дерматологу, потому что там, скорее всего, живут грибочки или какая-то новая цивилизация. Снова смотрим на стелечку и на нашу выкройку, и, по-моему, тут гадалки не ходи. Что-то здесь не так. Ну, в общем, вы поняли.